Есть огромное количество девчонок молодых, 20-летних, которые говорят: я вот красивая, длинные у меня волосы светлые, длинные ресницы, гиалуронка в губах. Пойду сейчас и найду себе богатого мужа. Каков шанс с этим набором у девочки его найти? Шанс 0. Она может найти, скорее всего, она найдет сутенера, агента, который продаст ей в модельное агентство, временное пристанище в виде какого-то рыцаря, которому нужно сопровождающая леди. Вот. Все. Как понравиться успешному, мужественному мужчине? Невозможно найти миллиардера. Можно его только породить. Каждая женщина обладает всем набором инструментария, способностей породить рядом с собой очень сильного мужчину. Вы знаете, ровно половина мужчин, там, миллиардеров или как там, скажем так, составивших мужчин, рядом с ними находится женщина, супруга, роль которой в том, что ее мужчина стал таким, которым стал. Ну, правда. Я бы не сказал, что она больше, но она вот равновесная. А можете перечислить там хотя бы 5 человек, которые вот всю жизнь с одной женщиной живут, из нам известных людей, ну, кроме вас? Сергей Колесник, мой партнер. Диана, Оскар Хартман, Миша Кузьмин. Ну, вот я лучше буду говорить про тех людей, которых я очень хорошо знаю, потому что IQM клуб, потому что вот премия «Предприниматель года». Ну, по-моему, достаточно. Чем вас зацепила супруга? Даже не первоначально, я имею в виду момент, а когда вы поняли, вот на ней я женюсь. Помните, из-за чего? Во-первых, это общественный стереотип, что мужчина решает жениться на женщине. Это еще один. Ну, мы сегодня разобрали, похоже, львиную долю списка. Во-первых, не я предлагал жениться на моей супруге, а в какой-то момент, когда мы знакомились и приноравливались друг к другу и так далее, и в какой-то момент Катя сказала: я поехала. Я говорю: куда? Она говорит: ну, что ты... Я говорю: неужели штампик в паспорте, это для тебя так важно, давай еще попримиряемся друг к другу. Катя говорит: ну, мы уже 2 раза продлевали же, на 3-й раз я поехал. И тогда я понял, что я решил, что мы женимся. Вы говорите о влиянии женщины на развитие мужчины. А может быть обратная ситуация? Есть тип женщин, например, представим, которые делают из мужчины неудачника. Да, такие львицы. Нет, тигрицы или пантеры. Женщины, которые реально абсолютно уверены в том, что она точно знает, что надо делать. У них нет сотворчества с мужчиной, у них нет соучастия, у них нет... Они не учитывают персонализацию мужчины в создании чего-то нового проекта, они учитывают персонализацию только по настройке, как будут взаимодействовать ее манипуляции на этого мужчину. Да бог бы с ним. Еще раз повторюсь, они очень сильные женщины. Очень много женщин, которые говорят: что вы мне вот это рассказываете про женскую хитрость, про женскую мудрость. Я просто хочу быть собой. Я хочу так же, как мужчина, зарабатывать деньги. Нет никакой разницы между мужчиной и женщиной. Есть место в браке таким женщинам все-таки? Или это точно крах и одиночество? Это точно крах и одиночество, причем с большой гарантией. И это не вопрос противопоставления женщин и мужчин. Мужчина, который ведет себя так, тоже будет неудачником. Ну, это не приведет к успеху. Вот. Отношения — это как танец. Ну, например, танго, вальс.
Если партнер танцует танго и говорит, нет, я хочу ногу выставлять вот так, или колено вот сюда вот под дых тебе, и это нарушает танец, ну лучше тогда не танцевать, потому что это не приведет к танцу, к чувственному, к наполняющему, красивому. В танце всегда есть ведущий. Кто ведущий, мужчина или женщина? Ведущий в танце, ну, мужчина думает, что он ведущий. На самом деле, когда я обучался танцам, ну, получается следующее. Мужчина выполняет роль, ну, он как бы предлагает, а дальше женщина дорабатывает, ну, как подхватывает. Поэтому это скорее вот это вот манкирование, я его называю больше поза. Ну, поза. И мужчины могут занимать такую позу. Вот мы такой вот домострой, значит. Вот мы тут главные, вот как решим, так и будет. Однако на практике там смотришь, говорит, сегодня едем там к маме на дачу. Ну, сегодня едем к маме на дачу. Я сказала, к маме, что едем к маме. Да, вот, ну, и нет в этом ничего плохого, это замечательно. То есть мужчины делают позу перед самцами-бабуинами, ну, перед другими мужчинами, потому что общественный стереотип, ну, в котором растут мужчины, почему-то предполагает следующее. Смотри, мужчины не плачут, мужчины не чувствуют, мужчины хардкор, мужчины миллиардер, если не миллиардер, лох. Значит. То есть набор общественных стереотипов для мужчины предполагает следующее, что если он не вписывается в общественный фрейм, то он как бы уже инвалид. То же самое с женщинами. Когда женщины делают позу и ходят на какие-то феминистические там тусовки и говорят права женщин, боже мой, да в России, по-моему, на женщинах вообще вся страна опирается. У женщин в России выработалась такая уже 3 минимум поколениями привычка тянуть все на себе, хотя войны нет. И что с этим делать? Это первое. Возможно ли это как-то изменить? И второе, когда женщина живет с мужчиной, который условно посасывает пивко и лежит на диване, но при этом она остается с ним, не причина ли вот в этом, что наши бабушки плохенькие, но свой, главное, чтобы в доме был, я, если что, сама все вытяну. Да. Хороший вопрос, и он из разряда стереотипических вопросов, кто виноват. Мужчина, женщина. Ну, причина, дальше вопрос, кто виноват. Я считаю, первое, никто не виноват. Такое обстоятельство. После войны это было объективно. Женщин было очень много, мужчин очень мало. Мужчины избаловались. Хотя вокруг меня были очень мощные мужчины рода Рыбаковых и так далее, да, очень мощные. Но я бы сказал, они тоже прекрасно впитывали все эти общественные стереотипы, начиная с того, что мой дед, он, когда мама Кава говорила там, ну иди, вот сделай, там надо что-то там сделать. Она, ну что ты суетишься? Ну сама все сделаешь. Как бы, ну вот, причем это вот не сказки, это вот, эта история у нас записана во всех наших дневниках и книгах. Вот он так говорил, по-доброму. Потому что вот эта вот как бы суета, ну такая в хорошем смысле, там, кропотливость, суета, заботливость за домашний очаг, она приводила к тому, что женщина просто не может остановиться. Ну, если он не пошел, ну она сама пошла. Если он там сказал, ну, я потом сделаю, она уже сделала, потом уже не надо, да. Сильная и властная женщина в браке может вообще жить с успешным мужчиной? Это вообще возможен этот союз? Или всегда должна быть кошечка такая, которая хранит домашний очаг, и сильный мужчина? Если 2 сильных человека, брак развалится. Блин, вопрос-то в точку прям. У меня был период, когда у меня женщина, которая мне нужна была для жизни, чтобы я дышал, чтобы я восстанавливался, чтобы я не остановился. Это же кошечка. Ну, моя девочка, кошечка, я не кошечка называю, моя девочка, Катя. А потом пришел период, когда моя девочка мне однажды сказала,
я больше не твоя девочка. Типа, ну, всю жизнь жили, и так было. Сейчас как-нибудь что-нибудь придумаем и вернем. Он сказал, я знаю, что ты думаешь, и ты захочешь, чтобы это так было. Но так не будет. Вот. Я, конечно, 2 года пробовал, чтобы вернулось. Но я понял, что не вернется. Ну, то есть хрупкость нарастала, и дальше был бы взрыв. И в этот момент я вспомнил, что, я же тоже могу включить другие какие-то паттерны, или сформировать другие. За 3 года мы растолкали друг друга, чтобы включить вот этот новый мод. Соучастие, сотворчество, совместной выработки правил и даже совместного дела. Смотрите, а что проще? Вот если мужчине в разный период времени нужна разная женщина, проще, чтобы это своя одна менялась или 5 разных просто? Не в бровь, а в глаз. Да. Я думаю, стратегии есть разные, такие и гибридные. То есть, вот. Поэтому вопрос, что лучше, нет на него ответа ни у кого. Я предпочитаю, чтобы у меня было вот это перерождение с одной женщиной, с Катей. Но я предполагаю, что много людей, которые экспериментируют с другими подходами.